Доброго вечера всем. Сейчас будет видео не про гадание. Погадаю я немного попозже. Сейчас будет видео на такую тему, которую подсказала мне моя подписчица одна. И эту ситуацию я часто встречала в реальной жизни. И думаю, это касается каждого. От этого еще никто не застрахован. Ну и пока я вам буду показывать картинки, это Таро Густава Климта, Золотое Таро. На них я диагностирую порчи, но они больше такое на физическом плане. Также здоровье тут очень хорошо показано, материальный достаток, бизнес хорошо показывает мне это Таро. В общем, буду вам показывать карты, и мы будем разбирать такую ситуацию. Человек не работает, графика у него нет, и потому он поздно ложится, может всю ночь не спать, тревога постоянная какая-то, сердце не на месте, спать совершенно не хочется, и всю ночь вроде бы и думаешь, хочешь заснуть, надо спать лечь, но ничего не можешь с собой поделать. Как носит все равно, ну вот носит по жести, да, не можете никак заснуть. И ничем не занимаешься, и заснуть не можешь, а потом с трудом засыпаешь к утру и спишь полдня. Бывало такое? Может, у вас есть такие знакомые, которые засыпают только к утру? Да. Для кого-то это сбой графика, но тут надо прислушаться к себе. Такие явные признаки, как ночная повышенная тревожность, если ничем ночью не занят и сидишь в соцсетях бесцельно, что-то ища, сидишь на кухне, куришь полночи. Мозг хочет спать, но заснуть не можешь. И главное, засыпаешь не в 2, не в 3 часа ночи, а в 4, в 5, в 6 утра засыпает такой человек на рассвете. И это уже звоночек из фильма ужасов, грубо говоря. Есть тут еще такой момент похуже. Если ко всему этому добавляется сонный паралич, когда засыпаешь и вдруг кто-то начинает душить, а ты пошевелиться не можешь, и ужас нападает. Еще хуже, когда все это еще начинается в полуяве, в полудреме что-то являться. Вроде бы ты дремлешь, но уже чувствуешь чье-то дыхание, да, или кто-то присутствует в комнате, где-то стоит в темном углу. Появляются какие-то старухи, карлики, ведьмы, непонятные существа. Вот моей подружке, кстати, являлась, как она говорила, ведьма с длинным носом, с горбом и в шляпе. Да, это трындец. Это стопроцентно на вас наведенный особый вид негатива. Это даже не порча, не сглаз. Это конкретное истребление либо вашего здоровья, либо на путь вас плохой ставят, либо что-то еще. Работа у кого-то кипит. И заметьте, ночью. Я объясняю такое явление так. Ночь – это время априори нечистой силы, когда властвует черный цвет, тьма, когда вещи не отражаются, а значит перестают существовать в некотором роде, да? Снимается защита дома, защита амулетов, которых вы не видите, которые не отражают свет. Потом что? Снимается защита с одежды и так далее и тому подобное. А от них не отражается свет, и значит образ, как образ, они прекращают существовать и информировать в каком-то роде. С 12 до 4 утра, ну это примерно, как я наблюдаю, это самое-самое опасное время. Не слышали вы никогда, что с 2 до 3 часов ночи это время мертвяков, когда гуляют мертвые? Да, они гуляют по-настоящему, так как у них становится ночью еще шире их пространство, тьма.
пространство во тьме. Но я не думаю, это надо объяснять. Почему вот говорят дети тьмы, слуги тьмы, загробный темный мир, в котором царит мрак? Так вот, когда вы не спите ночью в это время и вас колотит от того, чего вы не можете понять, вы находитесь очень близко к царству тьмы. Потому ни мной и ни ведьмами, ни учеными придумано, что ночью нужно принять горизонтальное положение, отрубиться в прямом смысле этого слова. Вот даже вот и карта такая мне попалась, звезда ночью, да, даже вот карты Таро об этом говорят. Это наша с вами защита, потому что одно из наших чувств – это наши глаза, зрение. Зрением своим вы оцениваете обстановку, а ночью плохо видно. Так вот, если вы ночью не можете заснуть, а засыпаете только с первыми петухами, задумайтесь, почему. Рассвет, предвкушение рассвета дает нам разрядку, и вы засыпаете. Вы под порчей такого типа будете засыпать только тогда, когда светит солнце. В темноте, если заснете, вас обгрызут просто, и будет хуже. Потому ваш организм на стороже ночью. Он чувствует опасность. И вам об этом говорит ваш организм. Не спи, не спи, не спи. И выждав все это время, X, до рассвета, до петухов, он засыпает под утро. Вот вспомните Гоголя, где за упокой пел один товарищ 3 ночи напролет, и как его гоняла нечистая сила. Чуть Кондратий не хватило, а потом вмиг с петухами все исчезло. Петухи петухами, а рассвет вот так вот показал и Гоголь, и режиссеры фильмов про мертвую паночку, про мертвечину. И, кстати, вы заметили, что многие фильмы, да, с мертвыми, с какой-то мертвечиной, они все такие в полумраке. Ну и тогда посмотрим еще, что делать же в такой ситуации, как себя спасать от этого. Кто ночью не спит до петухов? Все очень просто. Чтобы перебить этот поток негатива в вашу сторону, откуда бы он ни шел, все реально просто. Вставайте именно до 6 утра. Хоть бы пару дней, ну, например, 3 дня. Просто наводите будильник. Даже если вы не выспались, будильник на 5:50 и встаете даже против силы воли, чтобы ночью спать. И проснувшись в 5 утра, но именно до 6, да, в рассветное время, время петухов, вы будете самостоятельно снимать с себя порчу. Это такая особенность организма. По-моему, у Малахова еще такое было, у доктора Малахова, не у Андрея, что надо вставать в рассвет. Наши предки вставали с рассветом, а вы-то что? Животное встает тоже с рассветом, поэтому что с рассветом? Потому что с рассветом идет мощный заряд положительной энергетики. Выходит на горизонт солнце, ваши глаза его чувствуют, ваши защиты начинают работать. Словите этот утренний кайф. Это вот, кстати, про сов, да. Это сов частично все-таки касается. Совы – это те, кто не жаворонки, да. Объяснять, в принципе, разницу между совами и жаворонками не будем. Совы – это кто любит поздно ложиться, лежать, вытянув ноги до обеда. Это вас тоже частично касается, но просто ваш эгрегор – это не рассвет, а закат. Вы наиболее больше энергии получаете от сумрак, от полутьмы, от пограничного состояния немного другого порядка, чем жаворонки. Жаворонки же заряжаются от рассвета. Однако
Совы засыпают не под утро. Совы засыпают именно в 2-3 часа ночи. Они впадают в отключку именно в то время, когда выходят максимально мертвые и максимальная тьма наступает. Они чуют это и спят спокойно и сладко. Порченые же не спят до петухов и отрубает их именно на рассвете. Кстати, насчет петуха. Если вы живете, где можно завести кур, заводите. Петухи отлично отгоняют всю грязь от вас. Если ваш петух не кричит на рассвете, кричит не во время того, когда ему, по идее, надо, да, кричать, то же самое обратите на это внимание. Если вы живете в квартире, купите статуэтку петуха, игрушку петушиную, повесьте над кроватью, где спите. Очень помогает тоже. Крикливая птица отгоняет нечисть. Заведите любое животное. Животные берут на себя все плохое, весь негатив, и по-другому его перерабатывают, нежели мы. В такие ночи, когда вас мучит тревожная бессонница, включайте ночник. Главное, чтобы вы не лежали с открытыми глазами в темноте, чтобы к вам вот это вот существо не пришло. Видите, не лежите с открытыми глазами. Даже карты Таро. На карте дьявола, да, я вот сейчас листаю, и я их не подготавливала, не подготавливала колоду специально, да, но каждая картинка практически, да, подходит под те слова, которые я говорю. Ну, значит, правильно я говорю. Включайте ночник. Главное, чтобы вы не лежали с открытыми глазами. Вот. 3 женщины, и когда приходит дьявол, надо лежать с закрытыми глазами. Насильно. Раза, в общем, 3 встанете до 6, то поверьте, через 3 дня будете чувствовать себя, ну, совсем уж по-другому. Вас почистит солнце, петухи и рассвет. И вы будете не так вот спать, как на этой карте, а вот спать уже как на карте Луна. Вот у меня на 18-м аркане. Видите, как девушка спит и видит настоящие звездные, хорошие, положительные сны. И никаких над ней дьяволов не висит. В общем, даже если вы ночь не спали, да, пожалуйста, не засыпайте с рассветом. Все, что хотите, делайте. Все, день начался, отживите его, да. Если вас потом отрубит в 3 часа дня, пускай. Главное, чтобы вы проспали вот этот момент, 2-3 часа ночи, чтобы вы не заснули опять-таки с началом рассвета. Кстати, еще такое маленькое ПС к этому видео. Человек, умерший ночью, это тот, кого забрали специально. Боже мой, да. Смотрю на карты, и просто они говорят вместе со мной. Вот, забрали специально, веревка на шее. Но я не говорю, что именно это будут самоубийцы. Это будут люди, которые насильно с жизни кто-то забрал или что-то забрало. А он бы мог бы и пожить. Кто умер на рассвете, тот умер очищенным. Кто днем умер, тот умер собственной смертью. Даже если это был несчастный случай, это все-таки было предрешено. То есть не от порч, не от понятно чего он умер, а именно то, что вот такая у него судьба. В общем, следите за тем, как вы бодрствуете и когда спите. Не переворачивайте свою судьбу. С часу ночи до 4 желательно спать. Если вы ничем, повторюсь, ничем не заняты, для тех, кого замучила бессонница, делайте, что хотите, но вставайте до 6 утра. Даже если вы не спали, а ложитесь с закатом хотя бы 3 дня. И вот так вот это, с одной стороны, это и меняет ваш режим, и в то же время вы не будете бодрствовать и носиться с угла в угол, не будут вам всякие явления являться, не будет у вас эта тревога, и сердце колотиться тоже не будет, и мысли никакие не будут лезть вам в голову. Так что вот это вот мое мнение, и я надеюсь, вот
девочку, у которой все это происходит в жизни, не может она побороть себя, спит до обеда. Вот я хочу, чтобы она вот так вот вылечилась. Мы нашу подругу лечили таким же способом. Она себя за уши просто оттягивала. У нее даже не 3 дня ушло, у нее ушло несколько недель. Она ходила как, не знаю, как мумия какая-то, да, восставшая из своей пирамиды. Просто мешки под глазами, но так мы справились. После этого она, как верующая православная, она осветила свой дом. И, в принципе, все. Бабы-ёшки к ней уже года 2 как не являются. И больше так она себя не ведет. Ночью она именно спит. Вот так вот. Обращайте внимание, когда вы спите. Не можете заснуть до рассвета и засыпайте с рассветом и спите до обеда, я вам серьезно говорю, что-то с вами не так, тут надо бить во все колокола. Если вы просто сова и ложитесь поздно ночью, смотрите, не переборщите, не зеркальте свою жизнь, не переворачивайте свою вот колесо фортуны, не переворачивайте вот так вот, чтобы это было как-то уже не колесом фортуны, а непонятно черти чем. Ну все, вот такое было видео. А в следующих видео мы опять с вами погадаем на наших любимых мальчиков, которых мы любим. И, как я люблю говорить, спорим им их астральные животики, чтобы посмотреть, что же они думают, что же у них за начинка-то такая. Все, люблю вас, целую, пока-пока.